Недавно купил компрессор на тему, и вот еще по ходу дела второй заказ в тему, это вот купил такой паяльник. Я все время паял обычное 220. Вот паяльник такой коробки пришел, он недорогой, работает на литий-ионных аккумуляторах. Думаю, возьму, попробую, потому что мне нужно было во дворе паять, пришлось тянуть туда переноску, все, ну, решил взять. В общем, инструкция здесь на разных языках. Так, коробочка такая. В коробке здесь вот еще маленькая коробочка. Это канифоль. Сам паяльник. Коробка здесь пластиковая такая, немного не очень удобная, но цена тоже дешевая. Вот он сам паяльник, как ручка, то есть вот рука, вот его размеры. Вот зарядка у него идет, USB-C, вот шнур для зарядки. И дальше смотрим, что тут у нас есть. Сейчас я... Так, это у нас паяльные стержни, жало паяльника. Вот у нас 3 штуки идет они. Такое вот. Вот они, 3 разных. Таким я еще не пользовался, не знаю. В общем, вот 3. Сейчас один достану. Вот. 2 положим. Так, теперь вставляется. Вот оно такой размер теперь имеет вместе с жалом. Здесь для него еще подставка идет. Такая вот. То есть можно положить вот так и вытирать. Ну и припоя тут положили чуть-чуть. Паяльник имеет 5 фиксированных температур. То есть они не так, как вы хотите, там можно прям до градуса выставить. У них 5, вот идет 260, 300 градусов, 340, 380, 420. То есть он регулируется от 260 до 420 градусов. Включается, нажимаем и держим 3 секунды. То есть когда в режиме OFF нажали, держите вот 3 секунды. Вот, засветилось 300. Вот здесь плюс-минус выбираете, сколько вам надо. 380, 420, вот 420 максимум. Теперь 380, 340, 300, 260. Вот, оно пошло набирать. То есть оно сейчас греется. Как вот дойдет до 200. Вот я сейчас нажал 260, сейчас оно до 260 набежит. И сразу подсветочка есть тоже, наверняка отключается, можно посмотреть как. Тут, кстати, есть температура в градусах и в Фаренгейте. Это тоже меняется, кому как. Ну, у меня градусы стоят 260, вот он. По идее он сейчас нагрелся. Канифоль попробую. Вот, все. Дымит. Сейчас еще припоя возьму. То есть нагрелся. Припой, либо припой такой, либо надо повысить температуру. Попробую поменять. 380. Подожду, теперь 380. Ну, я думаю, что это припой, наверное, такой хороший. Так, набежал 380. Сейчас
Смотрим. Вот, 380 уже пошло. О, набралась она, вот видно, уже припой. Все, держит, все хорошо. Батарея у меня полностью, по идее, показывает. Подсветка вот светится, и она отключается. На плюс и минус нажимаете одновременно и держите. Вот сейчас я нажал обе. Значит, по идее, вот выключилась она. Там где-то 3 секунды держите. Сейчас еще раз нажму, вот обе зажимаю. Сейчас включится. Вот, все светится. То есть так хорошо. Тут есть еще режим сна. И, значит, это если вы там 10 минут не пользуетесь, он через 5 минут у вас сам автоматически выключается. Ну, для экономии батареи. Естественно, если вы не пользуетесь долго, на всякий случай, как говорится, на всякие пожарные с техникой безопасности. Если забыли выключить, он сам выключится. Ну, когда заряд батареи падает от 2,9, у него появляется на экране здесь надпись L и буква О. У меня еще пока заряжено, пока нормально. Еще есть один режим, это предупреждение. Если вы вот этот вот нагревательный элемент туда плохо вставили, то есть он не защелкнулся туда, не доходит, то у вас здесь тоже высветится как буквы H и E. Это надо его хорошо вставить. Выключается он просто. Нажали. Все, пошел в режим off. Ну так симпатичный, легкий, хороший. Теперь буду пробовать, как он будет работать. И насколько надежно. Еще не знаю, какие вот эти стержни, хорошие, плохие, потому что у меня один был китайский, который от розетки, так они очень быстро вырабатываются. То есть я потом дополнительно. Хотя они я на тему смотрел, они тоже продаются отдельно, стержни эти. Я думал, будут проблемы или не будут с расходным материалом. Они продаются, есть. Поэтому попробую. Если что-то будет новое с ним, может, еще видео выставлю. Пока вроде как ничего. В общем, кому было интересно, подписывайтесь, смотрите видео. Всем удачи, всем всего хорошего.